Привет, ребята! Сегодня я делаю параллельный упор для моего нового фрезерного стола. А раз уж фрезерный стол у меня новый, более совершенный, нежели предыдущий, то и упор к нему тоже будет продвинутым. Конструкцию этого параллельного упора я подглядел у одного отличного мастера с Украины. Остались там еще такие, которые делают свое дело и не лезут в политику. Для начала нужно врезать дополнительный T-трек для каретки и гребенок. Операция эта простая, но требует внимательности и умения обращаться с ручным фрезером, чего мне всегда не хватало. Но несмотря на малый опыт, паз получился ровным и аккуратным. Алюминиевый T-трек оказался длиннее, чем требуется, и его необходимо подрезать. Чтобы не тупить свой основной пильный диск SMT, который стоит как маленький чугунный мостик, я прикупил недорогой диск для фанеры и прочего плитного материала. Им можно и алюминий порезать при необходимости. За кадром я дополнительно раззинковал отверстия под шурупы в T-треке, иначе шляпки были не полностью утоплены. Для изготовления самого упора я использовал материал, бывший в употреблении, а именно детали старого самодельного циркулярно-фрезерного стола. На новый материал решил не тратиться пока, ну а там видно будет. На переднюю сторону параллельного упора будет крепиться еще один T-трек меньшего сечения, нежели первый. Он послужит для крепления верхних прижимных гребенок или любого другого навесного оборудования. Отверстие под стружкоотвод сверлю сверлом Форстнера диаметром 50 мм. Этот размер идеально подойдет для стандартного сантехнического уголка. Последней деталью, которую мне нужно изготовить, являются так называемые шторки. Если вы знаете другое, более правильное название этого элемента, напишите, пожалуйста, в комментарии.
Шторки я делаю из полового ламината, который раньше стоял на моей торцовочной каретке для циркулярной пилы. Новую каретку я буду изготавливать очень скоро и покажу этот процесс в одном из следующих моих видеороликов. Новая каретка тоже будет не простой, а модернизированной, так что не пропустите. Винты, которые должны крепить шторки к параллельному упору, имеют выпуклую шляпку. Мне нужно сточить шляпки винтов так, чтобы они утопали в пазах. Использовать для этой цели болгарку я не хочу из-за пожаробезопасности, поэтому беру напильник и принимаюсь за работу. Когда шляпки достаточно сточены, шлифую их наждачной бумагой разной зернистости. Для фиксации винтов вкручиваю в упор футорки с внутренней резьбой М8. Здесь очень важно правильно просверлить отверстие, чтобы шторки встали ровно. Осталась самая малость – сделать треугольное окно для фрез и подключить стружку удаления. Для удаления стружки из-под фрезы я купил сантехнический уголок на 50 мм и отвод к нему. Отвод пришлось слегка подрезать, чтобы на него можно было надеть шланг от моего циклонного фильтра. Вот и все. Работа завершена. Испытания показали отличный результат. Деталь фрезеруется легко и ровно. На фрезерном столе чисто, все опилки ушли в ведро. Спасибо за просмотр.
Всего вам доброго и до новых встреч!